Всем привет! Поддержите канал подпиской и лайком. У нас самые честные новости. Сегодня поговорим о испытаниях в Украине современного купола ПВО, про последствия массового удара России по Киеву, а также про войну в Иране и об угрозах Ирана в сторону Украины. Итак, мы начинаем с российского террора Украины. Россия запустила по Украине 430 дронов и 68 ракет. К слову, все ракеты были сбиты. Целями русских военных преступников были Трипольская ТЭС под Киевом, Киевская ГЭС, подстанция в Бучанском районе, соединяющая Киев с Ровенской АЭС, производство бренда одежды «Джул» в Броварах, а также общежитие, частные дома. К сожалению, 4 человека погибли. В части Киева и области экстренные отключения света. Украинские силы обороны в ответ атаковали Майкоп в Краснодарском крае. Сообщается об атаке на военный аэродром Ханская. По словам местных жителей, над военным объектом прогремело более 10 взрывов. Химкомбинат «Азот» атаковали БПЛА в Невинномысске Ставропольского края. Это как минимум 5-я атака на это предприятие за все время войны. И уже сегодня ночью был атакован Афипский НПЗ. Возгорание фиксируют в разных частях завода. Предприятие остановило свою работу. ГУР МО Украины сообщили об атаке и повреждении 2 российских кораблей, обеспечивавших им логистику через Керченский пролив. В сообщении ГУР указывается, что повреждены железнодорожный паром «Славянин» и судно «Авангард». В ССО также не отстают и докладывают об уничтожении ОТРК «Искандер», которые сегодня атаковали Украину, а также о поражении здания, в котором прятали аналогичные установки. А тем временем Украине передали гуманоидных роботов-солдат Phantom МК-1 для оценки их эффективности. Их отправят на фронт. Гуманоиды могут быть бесценны для пополнения запасов и проведения разведки, особенно в бункерах. Имея тепловой сигнал, подобный человеческому, роботы также могут сбивать с толку противника. Американская компания Foundation планирует вывести фантомов на передовую, чтобы отточить технологию. И переходим к одной из главных новостей выпуска. В Украине испытают новейший итальянский купол ПВО Микеланджело. Особенностью системы является ее открытая архитектура, позволяющая создавать защищенные зоны радиусом 15 километров. Тесты будут включать отражение атак баллистических ракет и интеграцию системы в общеевропейскую структуру командования. Испытания в реальных боевых условиях начнутся в этом году. Теперь переходим к иранской войне. Иранские БПЛА атаковали французскую военную базу возле аэропорта Эрбиль на севере Ирака. В результате были ранены 6 французских солдат и 1 погиб. США призвали своих граждан покинуть ОАЭ, пока доступны коммерческие рейсы. Предупреждение прозвучало после сообщений об атаках Ирана в Дубае. Ранее сообщалось об ударах в районе пляжа Джумейра и Международного финансового центра. А Трамп трубит всему миру, что он уже победил Иран и зачем-то перебрасывает к берегам Ирана тысячи морских пехотинцев, наверное, для разблокировки Ормузского пролива, и ослабил санкции против российской нефти на 1 месяц. Также сообщается о ночной атаке Ирана на нефтеналивной терминал в порту ОАЭ Фуджейры. По предварительным данным, на территории нефтехранилища вспыхнул пожар, горят как минимум 2 резервуара с топливом. А в Израиле Иран нанес ракетный удар по северу страны. Более 50 человек ранены. В населенном пункте Зарзир несколько ракет попали в здание. Повреждены жилые дома и автомобили. Охреневший Иран решил угрожать Украине ракетными ударами за помощь Израилю и США. Действия Украины по оказанию помощи Израилю и США, в частности поддержка дронов, делают всю территорию Украины законной целью для Ирана, заявил глава комиссии по нацбезопасности Ибрагим Азизи. Похоже, этот Азизи нарывается на поездку на взрывном самокате. Ну и в конце немного приятного. Путин теряет еще одного союзника. На Кубе массовые протесты. Протестующие сжигают офисы коммунистов. В стране продолжаются блэкауты. Люди порой сидят без света сутками. На острове также дефицит топлива и еды. Все это подняло волну протестов. На этом у меня сегодня все. Не забудьте подписаться на мой канал и поставить лайк.